Приветствую всех на канале Smartbox. Сегодня будет очередное видео из серии видео об Orange Pi Zero. В предыдущих видео я уже показывал, как устанавливать на Orange Pi Zero операционную систему Armbian, веб-сервер Apache, базу данных MySQL, PHP-MyAdmin и сервер MQTT. А в сегодняшнем видео буду устанавливать на Orange Pi Zero систему умного дома Majordomo и также дополнительный ПО для корректной работы мультимедиа в Majordomo. Итак, давайте приступим. Для начала открываем терминал. И вводим IP-адрес Orange Pi Zero. Авторизуемся в системе, не забываем про раскладку. На данный момент температура процессора 62 градуса. У меня Orange Pi Zero работает без наклеенного радиатора, ну естественно без вентилятора. Все это дело еще усугубляет пластиковый корпус. В самом ближайшем будущем я поставлю и радиатор, и вентилятор, чего собственно и всем рекомендую. Ну а теперь приступим к установке системы умного дома Majordomo. Первым делом надо сделать apt-get update и apt-get upgrade. Давайте это сделаем. Вводим команды. Подтверждаем введением пароля. Вводим следующую команду. Теперь давайте создадим директорию для Majordomo. Вводим команду. Переходим в эту директорию. Скачиваем архив системы Majordomo. И теперь осталось установить систему. Вводим команду. Вводим следующую команду. И вводим последнюю команду. Далее необходимо изменить владельца папки var www. Вводим команду. Теперь необходимо добавить пользователя www.data в группу аудио. Вводим команду. Теперь необходимо открыть браузер и скачать архив с программой Majordomo на компьютер. Начинаем скачивать архив. Архив скачался, теперь его надо куда-нибудь разархивировать. Я его разархивирую прямо на рабочий стол. Готово. Теперь необходимо зайти в PHP-MyAdmin. Для этого вводим IP-адрес Orange Pi Zero. И дописываем через слэш PHP-MyAdmin. Чтобы авторизоваться, необходимо ввести логин root. а в поле пароль ввести тот пароль, который мы создавали при установке PHP-MyAdmin.
Теперь необходимо создать базу данных DB терминал. Для этого переходим по ссылке «Создать базу данных». В поле базы данных вводим DB терминал. В сравнении выбираем кодировку SR1251 General C и нажимаем на кнопку «Создать». Далее переходим в созданную базу данных. Переходим на вкладку «Импорт». Нажимаем на кнопку «Выберите файл». И теперь необходимо в разархивированной папке найти дамп базы данных. Вот я нашел дамп базы данных DB терминал. Выбираю его. Далее перемещаемся вниз страницы и нажимаем на кнопку «Вперед». Таблицы с данными успешно импортированы, и теперь необходимо создать пользователя. Для этого переходим на вкладку «Привилегии». Переходим по ссылке «Добавить пользователя». В поле «Имя пользователя» вводим логин нового пользователя. У меня это будет админ. И создаем новый пароль для этого пользователя. Также новый пароль можно просто сгенерировать. Далее спускаемся вниз страницы и нажимаем на кнопку «Вперед». Все, пользователь добавлен, и теперь возвращаемся в терминал. Далее нам необходимо отредактировать конфиг мажордома. Для этого вводим команду. Находим строки Define DB User и Define DB Password и вводим сюда данные пользователя, которого мы только что создали в phpMyAdmin. Если вы планируете подключаться к серверу мажордома не только из домашней локальной сети, но и извне, тогда необходимо добавить следующий код. В первой строке мы указываем нашу домашнюю сеть, из которой можно подключаться к серверу мажордома без авторизации. В следующих двух строках необходимо прописать логин и пароль для подключения к серверу мажордома через интернет. Это пока все настройки в конфиге, теперь сохраняемся. Далее необходимо создать файл с описанием сервиса основного цикла мажордома. Для этого вводим команду. Добавляем в файл следующий код. Данный код будет находиться в файле листинга в описании под видео. Теперь сохраняем файл. Далее необходимо сделать перезапуск сервисов. Вводим команды. Теперь открываем браузер и делаем первоначальную настройку мажордома.
Открываем IP-адрес Orange Pi Zero. В списке таймзон необходимо выбрать свой часовой пояс. Далее необходимо выбрать язык, на котором будет работать система. И последнее — это выбор темы оформления, темная или светлая. Нажимаем на кнопку «Продолжить». Возвращаемся снова в терминал и делаем перезагрузку. Вводим команду. Снова открываем терминал. Авторизуемся на сервере. И теперь необходимо установить несколько программ для корректной работы мультимедиа. Но для начала сделаем apt-get update и apt-get upgrade. Вводим команды. Вводим следующую команду. Первой программой, которую необходимо установить, будет M-Player. Вводим команду и начинаем установку. M-Player установлен, и теперь приступаем к установке VLC-плеера. Вводим команду и начинаем установку.
Далее необходимо добавить в cron-tab строку с командой, чтобы VLS Player стартовал вместе с системой. Открываем файл. Выбираем редактор. И в конце файла добавляем строку с командой. В строку также необходимо добавить пароль для авторизации VLS Player. Пароль может быть любым, его вы придумываете сами. Теперь сохраняем файл и выходим. Теперь необходимо сделать перезагрузку. Снова открываем терминал. И авторизуемся в системе. Теперь необходимо установить речевой синтезатор, чтобы система мажордома заговорила. Устанавливать будем RH Voice и для начала установим зависимости. Вводим команду. Подтверждаем введением пароля. Далее соглашаемся. Зависимости установлены, и теперь приступаем к сборке и установке RH Voice. Вводим команду, копируем RH Voice, переходим в папку и устанавливаем. Вводим команду.
Продолжаем установку, вводим следующую команду. И теперь осталось ввести последнюю команду и завершить установку. Вводим команду. Все, установка речевого синтезатора завершена. Теперь необходимо сделать проверку. Для этого потребуются колонки или какие-нибудь наушники. У меня под рукой была вот такая вот небольшая портативная колонка. Ее я и подключу к Orange Pi Zero. Подключил колонку и теперь попробую ввести команду. Test. Еще раз. Test. Ну а теперь давайте попробуем что-нибудь на русском. Вводим команду. Привет, Сарвикс. Еще раз. Привет, Сарвикс. Установка речевого синтезатора RH Voice прошла успешно, и теперь нужно перезапустить систему. Вводим команду. Закрываем терминал. Теперь перейдем в систему мажордома и сделаем пару настроек для корректной работы синтеза речи и для корректной работы с сервером MQTT. Переходим в панель управления. Далее переходим по ссылке «Проверка обновлений». И нажимаем на кнопку «Обновить систему». Далее переходим на вкладку «Оборудование» и ищем дополнение MQTT. Теперь на вкладке «Взаимодействие» ищем RH Voice и устанавливаем. Далее переходим в раздел «Приложения». Переходим в RH Voice. Тут выбираем понравившийся голос, кроме последнего, так как это приложение мы не устанавливали. Можно добавить кэширование. И нажимаем на кнопку «Обновить». Далее переходим в раздел «Настройки». Переходим в подраздел терминала. Тут у нас пока что один терминал, это сам Orange Pi Zero. Переходим в редактирование. Выбираем тип плеера TLS over HTTP. Указываем порт доступа к плееру 8080. И пароль, который мы добавляли ранее. И нажимаем на кнопку «Сохранить». Теперь давайте перейдем на главную страницу. И попросим мажордома что-нибудь сказать.
Сейчас 5 часов 22. Привет, Smartbox. Теперь давайте перейдем к MQTT. Переходим в панель управления. Далее переходим в раздел устройства. Переходим в подраздел MQTT. Нажимаем на кнопку «Настроить». Тут давайте подпишемся сразу на все топики и введем данные для авторизации. И теперь давайте с телефона зайдем в MQTT Tool, авторизуемся. И давайте отправим сообщение в топик тест. Давайте теперь вернемся в мажордома и обновим страницу. Как вы видите, мажордома теперь получает данные по MQTT. И на этом установку системы умного дома мажордома на Orange Pi Zero можно считать завершенной. В следующих видео я покажу, как настраивать систему умного дома мажордома, как подключать в нее датчики, как получать данные с этих датчиков, как устанавливать различные реле, переключатели, ну и много всего другого. Всем, кому это видео понравилось, не забываем ставить лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!